Привет, друзья! Ну а сегодняшний проект у нас будет сделан полностью из дерева. А для нашего сегодняшнего проекта я закупил 12 досок двухметровых 95 на 20 мм, так называемый штакетник, а также два бруска длиной 3 метра 45 на 45 мм. Весь материал сухой строганный и обошелся он в 2300 рублей. Но проект делался не просто так, делать буду для себя, и для этого нарисовал себе небольшой чертежик будущего каркаса с бруска 45 на 45 мм. Когда размеры все имеются, размечать гораздо проще. Теперь приступаю к разметке и распускаю все при помощи циркулярной пилы. На мои размеры не обращайте внимания, я делаю строго индивидуально для себя. Если вы захотите повторить, то можно будет поменять свои размеры и сделать. В процессе видео я немножко вам расскажу, как можно удешевить и ускорить наш процесс изготовления. Но наши заготовки я распилил в размер. Единственное, купленного бруса не хватило, и мне пришлось добавить два куска по 600 мм. Но сейчас я делаю разметку на ширину бруса. Буду делать запилы на глубину 22,5 мм, то есть на половину бруса. Конечно, я думаю, можно было запил сделать под 45 градусов. Но я почему-то подумал, что данное крепление будет надежнее. Теперь перехожу к циркулярному столу и поднимаю наш пилящий диск до середины бруска. Ну а далее все просто. При помощи движущей каретки делаю пропилы. Каретку я делал сам, очень удобная штука, рекомендую всем. Но для того, чтобы ширина пропила была одинаковая, я при помощи струбцины закрепил доску. И у нас получится один и тот же размер. Но вот первое, на чем можно было сэкономить. Можно было взять брус 30 на 30, не сухой, не строганный. Так как это просто каркас, и он будет скрыт полностью. А сократить время, запилить под 45 градусов. Тем временем заготовки бруска готовы. Из них буду собирать два прямоугольника. Крепить буду при помощи гвозди забивного пистолета на финишные гвозди 40 мм. Сначала пристреливаю по одному гвоздю с каждой стороны, ну а далее измеряю диагональ и уже простреливаю по 3 гвоздя с каждой стороны. И на выходе получаем два одинаковых прямоугольника. Далее необходимо закрепить стойки между ними. Для этого буду использовать саморезы. Но для начала делаю углубление при помощи сверла меньшего диаметра. Далее зенкую и уже потом закручиваю саморезы. Сверлю для того, чтобы брусок наш не лопнул. С каждой из сторон закручиваю по два самореза. И на самом деле получился очень прочный каркас. Но в процессе решил добавить промежуточные рейки с каждой из сторон. Для этого взял рейку, заранее распущенную на циркулярном столе, размером 20 на 38 мм. Сделал разметку и при помощи циркулярной пилы делаю углубление на 20 мм. Эта деталь добавилась в процессе сборки, а так бы я заранее также сделал все при помощи циркулярного стола. Конечно, можно сделать все при помощи циркулярной пилы. Делаем множественные пропилы и дальше убираем остатки древесины и подчищаем при помощи стамески. Ну а далее в готовое углубление вставляем нашу рейку. И фиксирую при помощи гвоздя бинного пистолета по 3 финишных гвоздя. И при помощи циркулярки отрезаю в размер. И так делаю с каждой из сторон. Но для чего нужны эти поперечки, я в процессе ролика постараюсь рассказать и объяснить. Ну а теперь каркас уже полностью готов. Хоть он и будет и закрыт, его не будет видно, но его нужно защитить, так как он будет находиться на улице. Каркас буду покрывать защитным краешным составом 3 в одном. Цвет у меня орех, он с натуральным воском. Остался у меня с предыдущего проекта. Помните, как я делал я купель? Так вот, эта купель стояла под снегом и дождем, и даже цвет не изменился. Так что защитный состав отлично подходит для улицы, поэтому буду его и использовать. Пока каркас сохнет, буду заниматься подготовкой внешней его обшивки. Для этого двухметровой доски распускаю пополам по 1 метру. Распиливаю сразу по 3 доски и перехожу к циркулярному столу. Выставляю упорную планку на 38 мм и распускаю доску на 3 части. Получаем два отрезка по 38 мм и один обрезок 12 мм. Распускаю с переворотом, так узкая полоска получается более ровной и неведенная. Так вот, второе, на чем можно было сэкономить, можно было не покупать сухие строганные доски, а купить рейку 40 мм и не заморачиваться ее распуском. За кадром же сделал 4 рейки шириной 55 мм. Когда материал был весь распущен, его необходимо было покрасить до монтажа с двух сторон. Для этого выбрал масло для террас из садовой мебели, колируемое Farbitex Profi Wood. Масло с содержанием натурального воска, с широкой палитрой цветов. В моем случае цвет венги. У масла минимальный расход,
хватает 1 литра до 12 квадратных метров. Масло предназначено для декоративной отделки и защиты от атмосферных воздействий деревянных поверхностей. Применяется для террас, платформ, лестниц, садовой мебели и прочих крупных горизонтальных деревянных поверхностей. Отлично наносится при помощи кисти либо валика. Я же использую просто кисточку. Масло для обработки древесины наношу по структуре волокон, чтобы пропитка проникла в поры и создала защитный слой. Масло наносится очень легко, с этим процессом справится даже школьник. Ну и как говорил, расход минимальный. На все про все у меня ушло меньше четвертинки банки. Масло приобретал на Озоне, ссылочку оставлю в описании под видео. Ну а теперь начнем процесс сборки. Собирать буду внешний угол из рейки 55 мм и 38 мм. Креплю также на финишные гвозди. Таких углов у нас получится 4. Эти же углы также являться будут ножками. Теперь перехожу к каркасу. В магазине приобрел нитканку черного цвета 3 на 1 метр и креплю ее по кругу при помощи степлера. Нитканка полностью натянута, она у нас придаст непрозрачный фон. Теперь начинаю монтаж углов, снизу отступая по 120 мм и креплю на финишные гвозди. Ну а далее буду чередовать рейки и крепить их через проставки, чтобы примерно было одинаковое расстояние между ними. И все рейки выставляю по 60 мм от низу. Проставку я вытаскиваю и приставляю к следующей рейке. И этот процесс будет продолжаться с последующими рейками. Как раз пришло время объяснить, для чего в каркасе нужна была промежуточная рейка. Так как длина рейк у нас довольно-таки длинная и размеры реек разные, и если бы я их крепил только сверху и снизу, велика вероятность, что их поведет. Можно сказать, что я подстраховал себя заранее. Узкие рейки буду крепить по одному гвоздю в 3 местах, ну а более широкие рейки будут крепиться по 2 гвоздя в 3 местах. И на самом деле очень интересно получилось чередование узких и широких полосок. Таким образом обшиваю с 2 сторон. Единственное, в узких боках получилось по 3 широких полоски. Ну а далее от ножки отмеряю 900 мм и при помощи самодельной направляющей и циркулярной пилы отрезаю в размер. Маслом покрываю торцы сверху и снизу и на всю поверхность наношу второй слой масла и оставляю до полного высыхания. Далее готовое изделие выношу из мастерской. Получилась увесистая штука, но получилось, конечно же, шикарно. Скажу вам так, жена теперь заставляет делать вторую. Благо опыт по сборке уже имеется, все размеры также имеются, осталось только сделать и собрать. Сделаем и вторую. Теперь устанавливаем на террасу своего дома, на улице. И осталось теперь заполнить кашпо цветами. Для этого на рынке приобрел однолетние цветы петунии. Цветы у меня 2 цветов, 3 одного цвета и 2 других цвета. Всего 5 кустов, для моего размера горшка это будет за глаза. Да, и забыл уточнить, почему у меня получилась такая длина и ширина нашего кашпо. Я отталкивался от размеров горшка под цветы. И изначально размер горшка подбирался так, чтобы он максимально заполнил пустоту между стеной и столбом. И как видим, каркас был сделан четко, и горшок становится прямо на свои края. По итогу получилась вот такая красота, которая идеально вписалась в интерьер, смотрится шикарно и как будто находилась здесь всегда. Друзья, ну по итогу у нас получилось такое уличное кашпо с себестоимостью в 3000 рублей. В магазине меньшего размера стоит в 2 раза дороже. Друзья, ну я надеюсь, ролик вам понравился, был интересен и полезен. Если понравился, обязательно поставьте палец вверх, напишите ваши комментарии. Вам же всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.